Ты Миша, впервые на корабле? Счастливчик. Ну, давайте, товарищи. Блин, ну на таком-то я тоже. Катер. Так, мальчик. Пошли, пожалуйста. Куда-то, да? У нас 20 человек. Слышишь, а тут, по-моему, это... Ну-ка, дай-ка. Давай. Ну что ты? Туда, туда-сюда. Это вот что? Под, Открываться? это под попу можешь постелить. Это на всех? Давай. У вас есть мужчина вообще? На жилетке просто. А ему удобно так? Ну, я вижу, вы его не кормите, я смотрю. Еще на жилетку посадили. Конечно, мы только привезли и сказали, Да ё-моё. Да я знаю, что среди женщин тяжело выживать. а среди мужчин вообще с голоду. А я не среди женщин. Нет, зачем мне? Ты можешь мне не мешаться? Конечно. Я могу тебе не мешаться. Сейчас через то окно выйдешь. Да, давай. Организуешь? Ты хорошо плаваешь? Плохо. Отлично. А ты не сумеешь этого сделать. Знаешь почему? Да тут ничего не место, не как все это. А мы аккуратненько расседать и нормально. Ой, утки. Серьезно? Да, во. Ой, еще не улетели в теплые края. Вот, смотри, как можно. Это наши? Тут так не стреляют, наконец. Меня пуба любила. Поздравляю. Муж? Нет. Ха, отлично. Миша, будешь? Ох, нихера себе. Смотри, блин, обгоняет, а? Они так и не улетят, жирные будут. Не смогут улететь. Место-то прикормленное. Сколько они Здравствуйте, еще раз. съедают? Техника безопасности на кораблике у нас небольшая. Спасательные жилеты у нас имеются. Под вами у нас находится вот раз рундук. Здесь второй, третий и там четвертый. Эти рундуки у нас открываются. В них находятся спасательные жилеты для взрослых, для детей. Впереди у нас круг спасательный имеется. Так что вы по этому поводу не переживайте, не думайте, отдыхайте. Всем приятной прогулки. Всем еще раз здравствуйте. Рады приветствовать вас на кораблике Тритон. Я на сегодня ваш экскурсовод. Меня зовут Максим. Это наш капитан Алексей. Доставить нас всех обратно в целости и сохранности. Стартовали мы с вами с места нашей лодочной станции. Ой, спасибо. Она называется Металлист. Была она построена в 1968 году Каменским металлургическим заводом.
На тот момент завод «Кумс» купил 1,5 гектара земли, здесь началось строительство, и на тот момент эта лодочная станция считалась самой большой в городе. А раньше у нас в Каменске-Уральском было 7 действующих лодочных станций. Одна лодочная станция находилась у нас за железнодорожным мостом, и также сегодня мы с вами на пути будем проходить место бывшей лодочной станции. К сожалению, в наше время единственная действующая лодочная станция — это вот наша станция «Металлист». Конечно, в 70-е годы здесь она выглядела совершенно по-другому. Раньше этого большого пирса, его у нас здесь не было, на его месте находилась огромная купальня. У этой купальни было 3 вышки. 3 вышки были 3-метровые, они находились по бокам, и одна вышка была большая, 5-метровая посередине. Сейчас, конечно, все это ушло в прошлое. 2 года назад на лодочной станции началась реконструкция. Очень сильно мы ее изменили, сделали красивой. Здесь мы с вами здание большое прошли. Его в прошлом году у нас построили. Это центр гребного спорта. Там у нас проходят занятия по академической и классической гребле. Но, думаю, сегодня вы увидели, у нас мероприятие проходит. Сегодня на лодочной станции у нас проводится чемпионат России по народной гребле. То есть ребята со всех регионов России у нас сюда приезжают, участвуют. И вот постоянно была такая проблема, что летом у нас ребята на реке занимаются, а зимой река полностью замерзает. И все, тренироваться им уже негде. Поэтому специально для них в этом здании установили тренажеры, которые имитируют движение на реке. И там они зимой у нас занимаются. Также очень часто к нам на лодочную станцию прилетают большие такие стаи уточек. Думаю, вы сегодня их уже успели увидеть. Люди их у нас сюда приходят, каждый день их у нас здесь кормят, а уже за лето уточек настолько сильно откармливают, что они к осени у нас большие арбузы здесь такие плавают. Некоторые из них они осенью уже взлететь просто не могут. У нас в прошлом году был забавный такой случай. Сзади вроде мотор довольно громко работает. Я тоже здесь обычно очень громко так говорю. И вроде как уточки, они должны нас как-то бояться, обходить. А в прошлом сезоне прямо большая стая уточек к нам подплыла, и нас вокруг корабля полностью обвила. И прямо с нами дальше по маршруту они двигались. Тоже экскурсию они у нас слушали. Мы им там пока какие-то хлебные крошки не скинули, они так с нами чуть до Баяновского моста и не дошли. Так что вот 2 недельки буквально осталось уточек у нас здесь покормить, уже потом они у нас все улетят на зимовку, скорее всего, в Екатеринбург. Мы все с вами сегодня идем по реке Исеть. Это у нас левый берег реки Исеть, это правый берег реки Исеть. Берега у нас считаются по течению реки. Течение у нас идет с той стороны, куда мы с вами движемся, в той стороне Екатеринбург находится, в сторону у нас лодочной станции. За ней находится у нас железнодорожный мост, и все это заканчивается Волковской плотиной. И вот именно благодаря плотине мы с вами можем увидеть, река Исеть, она очень сильно разлилась. То есть в 40-е годы, еще до постройки плотины, она была примерно в 2 раза меньше, чем сейчас. Также, конечно, глубина у нас у реки увеличилась. Сегодня у нас капитан по фарватеру проходит. Фарватер у нас на пути глубина составляет примерно 3-4 метра. Но так, конечно, берега может где-то меняться, поэтому мы сегодня с вами будем проходить места, где глубина у нас может достигать до 20 метров. Там у нас находятся огромные глубокие ямы, тоже вам сегодня про них обязательно расскажу. Наша Волковская плотина также регулирует уровень воды в реке. То есть река Исеть, она у нас в городе не разливается. Сегодня мы с вами проходим домики, они у нас прямо на берегу речки находятся, их у нас не затапливает, плотина все в городе это регулирует. Но наш город, Каменск-Уральский, был официально основан в 1701 году. Здесь у нас по приказу Петра I основали Каменский завод. И уже с этого времени идет именно официальная дата создания нашего города. То есть месяц назад у города у нас был день рождения, ему исполнился 321 год. Наш город Каменск-Уральский делится на 2 больших района. Делит их у нас река Исеть, по которой мы с вами идем. На левом берегу реки Исеть находится у нас Синарский район,
На правом берегу реки Исеть Красногорский район, с которого все мы с вами сегодня отправились. И на левом берегу мы с вами проходим. Впереди у нас такая автомобильная дорожка, прямо к речке начинает выходить. Очень часто спрашивают, для чего эта дорога у нас здесь нужна. Конечно, в наше время здесь часто рыбаки у нас рыбку ловят. Тоже мы с вами сегодня много рыбаков на берегах увидим. Хотя, конечно, река Исеть, она считается довольно грязной рекой. В одном только нашем городе работает 11 заводов. И вот раньше эти заводы, они свои отходы у нас спускали именно в реку. Конечно, сейчас такого уже не происходит. Речка у нас потихонечку очищается, рыбку у нас здесь ловят. Это лещики, судаков больших у нас ловили. Сегодня мы с вами каменные ворота будем проходить. Там у нас щуку поймали. То есть рыбка в реке, она у нас водится. Сама река Исеть, она с тюркского языка переводится как рыбная река. И вот к нам на экскурсии и рассказывали, что раньше можно было к речке прямо с ведром спустить, автомобильная прямо к реке, она у нас выходится еще плиты. Гулеевский рудник помнит. Так что очень такое древнее место мы сейчас с вами проходим. Типа этого мосту, шаг в прошлое. Это мы. Было 4 сутки лет. Ты понимаешь? Да. По своему уровню развития отстает Екатеринбург. Потому что Екатеринбург находится на стыке торговых путей с востока на запад. А Каменск-Уральск находится на юге южнее, где торговых путей не проходит, видимо. Да? Вау. Да не надо ничего фоткать, Миша. Это потом запишешь, как они так Мостик этот у нас, конечно, пешеходный. Люди у нас здесь каждый день передвигаются. Из поселка Мартюш у нас ходит Синарский район. Из Синарского района ходит обратно поселок Мартюш. Так что мост довольно крепкий, конечно, ходить по нему можно. Тоже вам уже, наверное, может показаться, что мы с вами где-то глубоко в лесу находимся, далеко от города. Вот здесь у нас в Синарском районе находится Березовая роща. За ней идет наша новая горнолыжная трасса Паготырек, а уже за ней идет главная площадь нашего города, площадь Ленинского комсомола. Так что мы сейчас с вами проходим, по сути, прямо в центре города. Здесь до него пешком там 10-15 минут идти примерно. Здесь мы с вами проходим берег, полностью у нас здесь заросший, ничего здесь нет. Раньше на этом берегу здесь располагалась большая база отдыха. Здесь пионер-лагерь был. Все это в городе принадлежало мясокомбинату. А еще раньше в городе у нас было очень много фабрик. Было 2 молокозавода, 2 хлебокомбината. Была обувная фабрика, кондитерская фабрика, швейная фабрика. Чуть дальше по реке находилась большая картонажная фабрика. Сейчас все это, к сожалению, ушло у нас в прошлое, ничего из этого не работает. Как и огромная база отдыха, которая здесь находилась, полностью вместе с мясокомбинатом прекратили свое существование. Ну а впереди мы с вами можем увидеть камушки, скалы красивые впереди у нас идут. Вот эти камни, их у нас называют первым таким мистическим местом на пути. Называют его таковым, потому что некоторые люди у нас видят, как эти камни, они складываются в такие параллельные линии. Вот первая линия прямо перед нами проходит. Дальше у нас вторую, третью можно различить. Параллельно друг другу они у нас расположены. Очень часто у нас сюда приезжают люди, здесь они проводят какие-то свои обряды, у них это считается местом силы, местом энергии. Поэтому первое такое именно мистическое место мы сейчас с вами проходим. Вот часто по вечерам мы здесь проходим, у нас сюда люди приходят с бубнами, бубны у нас здесь стучат. Поэтому первое такое место мы с вами на пути и проходим. Чуть дальше мы с вами за поворот начинаем заходить, там наверху на холмах у нас начинают выглядывать здания. Это у нас будет здание котельной в городе. Эта котельная, она отапливает Старый Каменск. Чуть дальше у нас находится микрорайон Ленинский. И вот рядом с этой котельной наверху на холмах здесь 6 лет назад строили огромную кирпичную трубу.
начали наверху ее строительство, увидели, что она пошла немножечко под наклоном, подумали, что ничего страшного не произойдет, а уже позднее труба оттуда сверху полностью упала в воду. Начали ее здесь строить второй раз, подумали, что учтут все ошибки, сделают уже ее правильно. Начали наверху ее строить опять, увидели, что снова пошла она под наклоном в 6 градусов, и второй раз в этом месте ее полностью снесли. В итоге эта труба у нас здесь ни дня абсолютно не проработала. Местные жители это у нас связывали с тем, что место, которое мы сейчас с вами проходим, оно у нас якобы такое проклятое. А проклятое оно потому, что раньше здесь наверху находилось большое поселковое кладбище. И вот единственное здание, которое здесь работало и работает по сей день, это наш знаменитый Каменский колокольный завод. Колокольный завод у нас называется Петков & Ко. Он был основан в 91 году. Вы в нем были, да, уже? А вы поедете туда? Вот наверху мы с вами вот сейчас будем проходить, здание будет выглядывать. Как раз колокольный завод Петкова на то время был маленьким, в наше время очень хорошо развился и уже является одним из ведущих колокольных заводов Российской Федерации. Туда вот тоже проводит экскурсию, думаю, посетите, вам всем очень понравится. Вот наверху с вами колокольный завод Петкова сейчас будем проходить. Но впереди уже с вами можем увидеть, большие скалы у нас находятся. Скалы эти впереди, они в городе имеют очень такое романтичное название. Эти скалы впереди, они у нас называют могильные камни. Или второе их название надгробные камни. Называют так опять же из-за того, что раньше наверху здесь кладбище большое было. А скалы эти у нас интересны тем, что здесь проводятся областные соревнования по скалолазанию. Сюда у нас приезжают ребята со всей Свердловской области, из Екатеринбурга, ставят свои палатки, они у нас наверху, там чуть ближе к кампусу. Прямо на скале можно с вами сейчас увидеть. Впереди мы с вами подходим. Вторая скала, она у нас побольше немножечко идет. Вот у этой скалы прямо на ней будут нарисованы большие такие белые линии. По этим белым линиям у нас здесь скалолазы, они спускают свои веревки. Вот первая белая линия прямо перед нами сейчас будет проходить вначале. Чуть дальше мы с вами в середине еще большие две белые линии увидим. Большие здесь обширные соревнования у нас проводятся. Вот первая белая линия у нас выглядывает, прямо на скале она у нас начерчена. В середине можно две белых линии разглядеть. За деревом мы с вами заходим, там вот такие же линии у нас начинают выглядывать. Вот по ним скалолазы, они здесь спускают свои веревки. Здесь мы с вами за дерево начинаем заходить, там внизу небольшая скамеечка будет выглядывать. На этой скамеечке скалолазы, они оставляют свое снаряжение. Очень часто здесь занимаются и скалолазы, любители, особенно в хорошую погоду, когда сильного ветра у нас здесь нет. Вот внизу эту скамеечку можем увидеть. Прямо линии белые тоже можно уже хорошо рассмотреть. Большие соревнования у нас здесь проводятся. В середине августа обычно тоже здесь их видим. Очень популярное место это у нас в городе, сделанное именно для скалолазов. Чуть дальше мы с вами за поворот начинаем заходить. Наверху у нас выглядывает камушек. Рядом с ним там две березки выросли. А в середине у камня находится отверстие. Вот наверху с вами мы начинаем проходить камень, и в середине у него отверстие. А раньше мы этому камню наверху никакого значения не придавали. Однако в прошлом году к нам на экскурсию приезжали археологи. Они рассказали, что этот камень, он называется у нас камень Дальмен. Вот раньше по традиции людей их не хоронили, а кремировали. И вычиталось, что прах человека его клали в такой камень Дальмен. А отверстие его направляли в сторону, откуда ждали опасности. В данном случае ждали опасности у нас с правого берега реки Исеть. Здесь были степи и очень сильно боялись набега кочевников. И учитывая, что дух умершего предка защитит именно нынешних родственников от нападок врагов. Чуть дальше мы с вами здесь за поворот будем заходить. Там я вам обязательно покажу нашу печально известную, трагичную пещеру в городе. Очень часто в эту пещеру у нас ходили ребята, там они отдыхали небольшими своими компаниями, вдалеке от родственников, от родителей. И вот как и обычно, в 1850-е годы, по одним данным 10 ребят, по другим 12, пошли в эту пещеру отдыхать. Ничего у нас не предвещало беды. На этом берегу здесь рыбачили рыбаки. Вдруг они услышали какой-то гром, грохот, стук из этой пещеры. Побежали к ней и увидели, что ее завалило огромной каменной глыбой.
позвали на помощь, побежали на тот момент у нас еще к Каменскому заводу. 2 недели ребят пытались спасти, к сожалению, спасти никого не удалось. А уже позднее эту пещеру было приказано полностью замуровать, чтобы о ней у нас больше ничего не напоминало. Если мы с вами за поворот начинаем заходить, поверху скалы у нас сейчас будет выглядывать место, вот тут рядом у нас уходит большая замурованная пещера. Вот здесь за поворот мы с вами заходим, в середине скалы она у нас будет выглядывать, отличается от остальной скалы. Раньше у этой пещеры, у нее внизу находился небольшой поддон. На него ребята, они сверху забирались, и уже по нему в эту пещеру они у нас заходили. Вот наверху начинает она выглядывать, прямо в середине скалы она у нас находится, отличается от остальной скалы. Большая замурованная пещера прямо перед нами, сейчас хорошо ее можно рассмотреть. Но, конечно, когда ее здесь замуровывали, полностью этот поддон тоже его здесь снесли, чтобы ребята у нас там, которые какие-то любопытные, опять в эту пещеру не забирались, не пытались ее сломать, что-нибудь с ней сделать. Поэтому какая большая, печально известная пещера в городе у нас находится. Вот раньше эту историю, которую я вам сейчас рассказал, очень часто рассказывали в детском пионерском лагере «Три пещеры». Тоже мы с вами сегодня его будем проходить, но, конечно, в пионерском лагере это просто рассказывали для того, чтобы ребята, которые там отдыхали, в эти 3 пещеры у нас не лазали. И вот такая трагичная история, как здесь, чтобы просто не приключилась вновь. Но тоже мы с вами сегодня вот 3 пещер будем проходить, обязательно вспомню, вот и расскажу эту историю. На левом берегу мы с вами проходим, впереди у нас начинается место бывшей купальни в городе. Купальня раньше это называлась «Три тополя». Она принадлежала Синарскому трубному заводу. Считалась эта купальня таким довольно элитным местом в городе. Считалась таковым, потому что раньше этой купальни было большое такое чугунное ограждение, а с этой стороны большое чугунное ограждение, а с другой стороны наверху находились такие довольно зажиточные места из Старого Каменска. А также по выходным прямо в этой купальне здесь играл целый огромный оркестр. Поэтому место оно считалось именно таким элитным. Конечно, в наше время это уже никакая не купальня, это у нас просто водозаборная станция. Тоже мы с вами здесь можем увидеть. Эта станция по сей день у нас принадлежит именно Синарскому трубному заводу. Чуть дальше этой станции с вами можем увидеть. Впереди у нас здесь холмик, крутой такой находится. Слева от него внизу у нас проходит автомобильная дорога. Она у нас сюда ведет из Старого Каменска. По ней у нас обычно приезжают большими компаниями. Здесь часто у нас рыбку ловят, отдыхают. И вот мы как раз сейчас с вами за этот холмик будем заходить. И наверху у нас прямо из-за холмика будет выглядывать красивая скала. Там отверстие этой скалы у нас небольшое находится. Вот с вами этот холмик проходим. Внизу дорогу автомобильную хорошо уже можно увидеть. Уже прямо к речке она у нас выходит. И вот прямо из-за этого холмика сверху сейчас скала у нас будет выглядывать. Скала эта наверху у нас называется Обручальное кольцо. Вот раньше об этом обручальном кольце ходили поверья, что если молодая девушка очень долго не может найти себе мужа, она должна через это кольцо пролезть. И якобы как только она там пролезет, сразу же она себе мужа найдет. Вот наверху сейчас начинают выглядывать, прямо из-за холмика выходит. Однако вот этого времени такие большие пышные платья, и говорили, что девушки, они там очень часто застревали. И потом все село сюда приходило, и всем селом их оттуда доставали. И уже получилось так, что легенда, она исполнялась, потому что все село здесь собиралось, и так они мужей себе обычные находили. Ну а впереди мы с вами можем увидеть, тоже красивая скала у нас впереди находится. Скала эта впереди у нас наверху называется скала Собачка. То есть с вами можем ее увидеть. Впереди у нее мордашка такая находится. Дальше туловище у нее можно разглядеть. И прямо лапки увидеть. Очень напоминает, как будто это спаниель такая лежит. Вот у нее прямо ушки большие такие, как будто висят. Дальше туловище. И прямо лапки у нее здесь можно разглядеть. Тоже большая собачка у нас наверху лежит, на солнышке обычно загорает. Но с этого ракурса, если обратить внимание у нас на обручальное кольцо, отсюда оно напоминает, как будто это у нас череп крокодила из холма так высовывается.
Вот прямо пасть большая у него такая там находится. И отверстие маленькое, как глазик крокодила, тоже отсюда может его напомнить. Но у кого у нас воображение вообще очень хорошо развито. Здесь мы с вами за голову собачки будем заходить, и некоторые у нас видят, как на голове этой собачки прямо бабочка такая сидит. Мы с вами наверху проходим, сейчас за поворот мы с вами будем заходить, у нее здесь первое крылышко будет выглядывать, сейчас потихонечку у нас будет вырисовываться второе, и вот если с этого ракурса тоже приглядеться, наверху у нас бабочку можно увидеть, прямо два крылышка у нее разглядеть. Вот первое крылышко начинает выглядывать, сейчас потихонечку у нас выходит второе, и вот отсюда, если присмотреться, сейчас наверху бабочку можно увидеть, как будто на голове собачки она у нас находится. Ну а мы с вами приближаемся к очень большим скалам. Здесь у нас начинается самое глубокое место на пути. Глубина у нас здесь у этих скал может достигать до 20 метров. Здесь у нас находится огромная глубокая яма, большая трещина у нас здесь идет, разрыв тектонических плит. И вот считается, что все скалы, которые мы сейчас с вами проходим, которые проходили еще ранее, что все эти скалы, они у нас раньше были одним большим дном Мирового океана, который существовал более 300 миллионов лет назад. Также можно увидеть на этих скалах известняк, о котором говорил чуть ранее. Здесь он имеет белый цвет, однако со временем становится где-то красным, желтым, оранжевым. Все из-за того, что из этих скал идет огромный выход железной руды, и со временем эти скалы, они просто меняют свой цвет. Наверху, на другом берегу, мы с вами можем увидеть, наш знаменитый санаторий начинает выглядывать. Называется он Сосновый Бор. Раньше был это заводской профилакторий, в наше время уже полностью частный. Тоже можно туда приехать, там отдохнуть, погулять, пофотографироваться. Есть два спуска к реке, можно по ним спуститься, наши скалы знаменитые посмотреть. С Соснового Бора можно с вами увидеть. Наверху у скалы у нас такая одинокая беседка выглядывает, как ее называют. Это у нас каменная ротонда. Это молитвенник. Люди, которые исповедуют ислам, у нас в этой каменной ротонде молятся. На левом берегу мы с вами проходим. Впереди у нас выступ у скалы находится. Напоминает, как будто палец вот такой. Мы с вами проходим выступ впереди. Напоминает, как будто палец. Он называется у нас палец дьявола. Называется он так, потому что в этот палец очень часто во время грозы любит ударить молния. Вот есть фотографии у нас из Соснового Бора, там часто свадебные фотосессии проводят, и на заднем фоне молния прямо в этот палец у нас ударяет. Объясняется довольно просто. В этом камне у нас пальцы огромное количество залежей железной руды, и молния, она у него просто как притягивается. Здесь мы чуть дальше за поворот будем заходить, наверху у нас тоже красивая скала будет выглядывать. Скала эта наверху, она у нас называется скала Черепашка. Будем с вами за поворот начинаем заходить, наверху сейчас будет выглядывать, вот панцирь большой у нее будет начинаться, и прямо мордашку наверху ее сможем разглядеть. Вот здесь начинает она у нас появляться, наверху у нее панцирь начинает выглядывать, и вот прямо мордашку наверху ее можно увидеть. Тоже красивая черепашка там наверху лежит, на солнышке обычно он здесь загорает. Ну а мы с вами приближаемся к очень любимому многими смешному месту на пути. Здесь у нас начинается скала, у этой скалы сейчас будет выглядывать отверстие, и вот если с этого ракурса в это отверстие у нас смотреть, отсюда оно напоминает, как будто это у нас две мордашки, два хомячка или два суслика как будто целуются. Скала у нас тут называется «Два целующихся хомячка», можно их увидеть, на обратном пути рассмотреть тоже у нас их заметить. А мы с вами приближаемся к такому небольшому проему между скалами. Этот проем впереди у нас называется Чира-блок. Он называется в честь атамана Чира, который у нас сюда приходил со своим отрядом из 500 человек. Приходили к нам в Каменск-Уральск за пушками, пушки им отрели. Даже некоторые заводские рабочие пошли с атаманом Чиром воевать. И это вот было место их привала, место отдыха этого большого отряда атамана Чира, одного из отрядов атамана у нас Пугачева. Ну а наверху мы с вами можем увидеть наши знаменитые скалы. Называются они Три пещеры. Три пещеры, в честь которых раньше был назван детский пионерский лагерь Три пещеры. В наше время назван детский оздоровительный лагерь Три пещеры. И вот историю про замурованную пещеру, которую я рассказывал, очень часто раньше рассказывали про эти три пещеры. Что якобы ребята у нас полезли туда, однако настоящая замурованная пещера у нас находилась чуть ранее в нашем сегодняшнем с вами пути.
Раньше там находилось именно 3 отверстия, уже одно из них обвалилось из-за того, что это известняк. Ну а так посредничающих называют именно 3 пещеры. На правом берегу мы с вами проходим, впереди здесь причал небольшой находится. В прошлом году наверху еще беседка была красивая. Вот все, что мы с вами здесь проходим, это у нас оставшиеся декорации от сериала «Угрюм река 2», который у нас здесь снимался. На Первом канале он выходил, можно было увидеть. Съемки у нас здесь внизу на речке проходили. Вверху на скалах знаменитые сцены сериала у нас снимались. В прошлом году у нас здесь в беседке люди местные отдыхали, шашлыки жарили и вместе с беседкой подожгли. И все, что декорация у нас осталась, это вот маленький причал, который мы с вами проходим. Именно декорация, оставшаяся с этого сериала. Но, может, сегодня мы на лодочную станцию подходили, там видели на пирсе надпись такая большая висит, Громова называется. Вот эта надпись Громова тоже оставшаяся декорация с этого сериала. Раньше она как раз здесь находилась, и уже отсюда ее на лодочную станцию нас перевезли. Ну а впереди мы с вами можем увидеть, наверху у нас узкая. Поэтому так развивается. Это понятно. Слушайте, бинокль, водите. Экскурсоводы рассказывают. Я очень хорошо. Там кто-то что-то нарисовал. Здорово, здорово. Здорово, заебал. Аудиты телефона. Дай мне... Да, как тебя отсвечивать будут? Херово получится. О, утка, утка. Маленькая. Там забор, видите, там забор, забор, чуть-чуть забор. И не упадет. Эй. А то, что упаду, да, очень лучше, чем Какие красавцы. Красивые такие люди, ё-моё. А что тебе тут снимать? Ну, палки, конечно. Да нахер ты мне нужен? Я горы снимаю. Три удочки в рот. Ага. красивые города. Правильно, тут рыбу. Ловят рыбу чисто на опыте. Три удочки сразу. Рыбу распугали. Фрати как косилка. Да. Запах. Надо Красивый, наверное.
Зевай. Исторично древнем месте, где под каждым камнем что-то происходило. Это еще один очень старый уральский город с богатой историей наравне с Верхотурьем. Слышь, ты, Зимогор, Куда это? ты пятую точку прижать не можешь, что ли? Ой, повторюсь это, а? Здесь видно, который начинает говорить. Да, давай на счет 3 за ноги его, короче, вот так вот. Как там, Миша, знаешь, как в сталкере, когда это на дно-то опускали. Бабло, артефакты есть? Че, хочешь отупеть немного? На пол-литра? Давай, даже я сам. А, ты откроешь, ладно. Я сам. Как я же Меня... Поддерживает отечественного производителя. Мусульманские Кока-Коле с Пепси, да? Ни хера себе, там баночка 78 рублей. Конечно, я патриот. Причем от квартиры лучше не надо, лучше от гаража. Давай. Алкоголик с опытом, блин. Кто-то может подумать, что это пиво. Я специально не брал. Тебе, Миша, надо? Не, Ну не хочешь. питьевая водичка. Ну ладно, оставайся умным, так и быть. Тебе пригодится. Кстати, пошла поставь. Вот если вот так вот держать, если вот так вот еще посередине, то как будто ты пиво пьешь. Обрывал. Еще не фильтрованное, да? На светлое пиво похоже. Какая... Кажется, я это делал. Знаешь, вот это упутался сильно. Прохладное питье, ветер в Миша, скажи Азербайджан. Азербайджан? Ну ладно. А ты? Азербайджан. Скажи Клару, нет. Ты запомнил? Скажи то, что он сказал. Корабли лавировали, да не вылавировали. А ты попробуй Клару. Это и все, да? Лимонада бутылка. Лавировали, да не было дорого. Ну типа. Ага. А вот Уточки плавают.
Экран надувается. Это, Миша, еще так. По речке сплавляться. А вот через море, когда еще там это самое сколько-нибудь баллов есть. Вот это вот гораздо Не веселее. пускай, это я хорошо понимаю. Я бывал там. Не шутку было. Ну, нам в этом не надо, нам надо. Да. Там баня, еще вот интересно. Вон нам с горы машут. Кто там? Да, да. Там Кто-то палкой машет. со снегом. Чтобы у нас в Забри попасть. Помаши людям, что там, видишь, все с горы машут. Да, да, и пенсионерам. Можем на неделю поехать. На неделю выдохнули. Нет, так мы же посменно работаем. Да. Мы договорились. Она на 2 дня опять может папа, я Запах контактного двигателя. Ты бутылку без присмотра не оставляй, а то тряхнет и Ну, вот даже там Светка. Что, вы на море, что ли? А это же недавно там турист. О, парень какой-то. Поворот будет, так что лучше держите телефоны с бутылкой покрепче. Он парень на велике через мост Башкирстан, это соседняя область сделается. Уфе. А там Витек, спорим на косарь, что ты на своем велике не проедешь по этому мосту? Кто-то велосипед ходит по мосту. Ну так я говорю, кто это парень. Но он парень какой-то мелкий проехал, а тот не может. Да, Вон, Витек, видишь, парень, сколько ему, лет 10, наверное, по этому мостику. Даже девчонка.
Каякеры припарковались. Давай прыгай. Маленькая девочка. Че? Сумасшедший, что ли? А, кстати, суббота. Вчера свадьба проводила. Ну, она кричала на свадьбу. Да. Девочки, прыгаем. Знаешь, что буду с этим за рулем, а ты так, он будет нас педали. За каким еще рулем? Меня правда даже нет. Педали крутить будешь, чтобы ты, мы же без двигателя ходим. А. Катамаран называется. Да, катамаран. Нет, кстати, Педали просто. Я буду рулить, а Миша будет рассказывать. нет, это, кстати, интересная тема. Катамаран, байдар. А так Давай. Ты, главное, организовывай. Я педали умею крутить. У меня икры прокачаны. Я вообще-то говорил про бизнес. А, ты про бизнес? А, Так же. Ну, в принципе, идея тоже неплохая. Ты просто покататься. Башкирт осталось. Да, Уфа. да. Соседний город. Соседствует с Екатеринбургом. вообще вот все идеально. Обрывы какие-то. Влияние, Ты влияние за ближайших. Ты мне, кстати, Ладно. хоть прямо сейчас. Не, сейчас не буду включать видос, у меня переезда мало. Ладно. Мне сколько надо править? Больше истории, больше минералов. Сейчас А потом опять включить двигатель и поехать дальше. Вот такое. Ну, таким уклоном, да? надо. Так. Я... Да дай мне этот. Я говорю, это Ну ладно. А то я уже начал судорожно вспоминать, когда это просто невнимательно слушаешь. Домов в частном секторе. на Виктор, берегу реки. смотри, вот сейчас вот посмотри на лося. На кого он тебе напоминает? А это не олень случайно? Нет. Ты, Миша, погоди, мне интересно, он поймет мой посыл или нет? Вся. Сделал синий. Шумахер. Начиная с 2020 года Формула-1 стала не... В Стиме началась акция, там раздают да, первую часть мафии бесплатно. А? Это, кстати, легендарная игра. Для того, чтобы ее получить, нужно включить прокси, зайти в браузер и забрать ее. Понял? Очень легко. Ну все, Миша, капец, ты такой секрет раскрыл. Тебя посадят, походу. Нет, это не Весь секрет. интернет. Это не запрещенная информация. Первая часть мафии. Мафия — это легендарная игра, культовая. Как Half-Life 2. Или GTA. Да,
Чё метр Так ты сюда пересядь. Он снимает, он камеру. Там пока ничего не У происходит. него место не подходящее для съемки. Его стоило сидеть похож на какие-то рогатый. Могли бы сократить название города, убрать снова Уральск и оставить Каменск, и все. Гораздо проще и элегантнее бы было. Ну, наверное, Каменск есть такой город, я думаю, просто. Просто это просто бессмысленное удлинение Не, названия. подожди, наверное, Каменский в другом регионе.